На мексиканском полуострове Юкатан располагается множество сенот, природных озер, которые образовались при обрушении известняковых пещер. Среди множества активностей, представленных туристам, дайвинг в сенотах не очень популярен, так как требует определенных умений и квалификаций. Однако мы с мужем являемся профессиональными дайверами и поэтому смогли увидеть одно из природных чудес света, так называемые Hell Spells, своими глазами. Сейчас мы погружаемся на глубину 35 метров, где находятся известняковые структуры. При этом вход в так называемую пещеру представляет из себя колодец диаметром 3 метра, а навигатором служит затонувшее дерево. Здесь же в 2010 году археологами были обнаружены остатки огромного ленивца возрастом примерно 10 тысяч лет. После прохождения внутрь этого колодца полностью исчезает солнечный свет и становится немножко не по себе. Адские колокола получили свое название не случайно, ведь эти образования растут в отсутствии света, а их форма напоминает колокол. Считается, что эти структуры образовались более 4,5 тысяч лет назад. Существуют различные теории происхождения удивительной формы известняковых образований, по одной из которых на биологическое происхождение влияет процесс метаболизма микроорганизмов. Однако однозначно связать образование биопленок с такими отложениями кальция довольно сложно, и поэтому это место остается загадкой для многих ученых всего мира. Какое же счастье было снова увидеть свет, а потом медленно всплывать к поверхности. Хозяева сеноты любезно предоставляют вкусный обед для всех своих посетителей, где мы и успели отдохнуть, готовясь к следующему своему дайвингу. Моровия – это классический пример сенот, который часто встречается на острове Юкатан. Когда солнце высоко, из единственного отверстия в потолке пещеры проникает огромный луч голубовато-зеленого света, который достигает глубины 70 метров. Конечно, видео не передает всей красоты этого явления, но поверьте, зрелище просто изумительное. Мы так увлеклись, что забыли про баллоны с кислородом, и Даня поднялся на поверхность уже на нуле. Ну вот и все. Наша дайвинг-экскурсия подошла к концу, а я с уверенностью могу сказать, что эти воспоминания и эмоции, полученные здесь, сохранятся у меня до конца жизни.